Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От кого же ждать сюрприза? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который когда-то имел такую безумно счастливую семью, безумно счастливые отношения. Но итог этой семьи остался такой довольно плачевный. Я вам скажу, что вы человек, который очень часто возвращается в воспоминаниях вот в прошлое, да. Кто-то из вас просто ностальгирует, вспоминает, но есть из вас те, кто все-таки хотят еще вернуть свою бывшую. Так вот, я вам скажу, что может вам казаться, что все наладится, да, что все будет хорошо. Если вы опять войдете в ту же реку, да, то я могу вас разочаровать. Никогда отношения не будут прежними. Вот никогда. Разбитую чашку можно склеить, но такой красивой она уже не будет, потому что трещина останется. Вы человек, в принципе, который довольно уверен в себе. Вы у нас опять в очередной раз выпадаете императором. А император, но он априори не может быть слабым. То есть, вот, ребят, даже те, кто из вас повесил голову, а среди вас тоже такие есть, вы не можете долго грустить. Вы все равно очень быстро пойдете на поправку, так сказать, да. Потому что император, ну, он как-то вот то ли так воспитан, то ли вы так привыкли быть сильным по жизни, что, да, вы можете ночью там чуть ли не пускать скупую мужскую слезу в подушку, а днем вы встали, отряхнулись, встрепенулись, и снова я такой сильный император, да, хоть душа болит, а сердце плачет. То есть на людях вы не показываете, как вам больно, а дома, да, вот дома вы расслабляетесь. Напишите, ребят, у кого резонирует. Давайте сделаем маленький опрос. Вот у кого проигрывается такая ситуация, что дома вот вы расслабляетесь, вам хреново, да, вы можете грустить, печалиться. Но на людях никто даже не подумает, да, что вам плохо. Вы можете улыбаться, вы можете, ну, вести себя как и раньше, да, хотя бы, ну, очень больно в душе. У кого-то это сейчас проиграется, у кого-то это был этот период, да, когда вот были такие перемены, какой вы дома и какой вы на людях. Это опять-таки зависит и от того, как давно вы разошлись, потому что это общий расклад, не забываем. Вы вообще человек такой довольно выносливый. Я не скажу, что у вас было мало испытаний, но вы всегда выходили победителем. Даже в тех ситуациях, когда казалось бы, что все рушится, да, вот ничего не получается, но потом как будто вот то ли это высшие силы вам помогали, да, то ли появлялись какие-то вот знакомые, либо же сами вы выруливали из разных сложных ситуаций. У вас было их немало. Причем здесь могли быть такие ситуации: аварии, клиническая смерть, здесь могли быть какие-то, ну, я не знаю, может быть, это потасовки. У кого-то может проиграться, вот если вы, я вижу, вот связаны некоторые с армией, с формой, вы могли быть, ну, реально на волосок от смерти. Там, где опасно, да, но вот как-то это вас миновало. Вы человечек, который, ну, больше вот любит дома сидеть, да? Как-то вот не хочется вам особо никуда ходить, да, ну, на работу, понятное дело, ходить хочешь, не хочешь, а нужно. Ну, вот хочется вам какого-то такого семейного тепла, покоя, да, а еще если бы была любимая женщина рядом, то это вообще был бы шикардос. Для вас важно все то, что происходит в семье, все, что в доме, да, вы человек, который, ну, любит обустраивать свое гнездышко, да, по крайней мере, так было всегда, да. И даже вот если я смотрю, что из вас многие холостяки здесь сидят, да, вот как бы смотрят видео, даже сейчас, вот вы, как бы вам там не было грустно, печально, но все равно вы стараетесь как-то вот, ну, по мере возможности, да, поддерживать и чистоту в доме. Вы пытаетесь и, может быть, даже периодически какие-то перестановочки делать, ремонты делать, может быть, даже кто-то своими руками.
Поэтому, ну, вы, в принципе, вы хозяин. Те из вас, кто немножечко так подзабросил свое гнездышко, да, назовем это так, это не потому, что вы такой сякой плохой хозяин. Нет, вот вам, опять же скажу, некоторые из вас, да, вам нужна мотивация под названием женщина, любимая женщина. Потому вот некоторые и опустили руки, и пустили вот на самотек. То есть на такие два лагеря вы поделились. Одни поддерживают и чистоту, и все остальное, а другие немножко опустили руки, потому что, ну, требуется встряска, требуется какая-то мотивация. Так, что еще мне о вас поведают? Ну да, многие из вас грустят, многие. Причем даже те, кто, казалось бы, да, вот вы пытаетесь на людях быть бодрячком. Вы можете даже в комментариях мне писать, что даже есть прекрасно, да, у меня все так шикарно. Но на самом деле не все-таки прекрасно. Это то, что я говорила, что очень часто, ну как часто, это относительно, у всех по-разному, довольно... Ну, не один раз, скажем так, у вас было, что накрывает, да, вот какая-то грусть, одиночество. Хотя, да, вы можете сказать, что вот, у меня есть женщины, там, я меняю их как перчатки, среди вас тоже такие есть, я это вижу, ну, слава богу, их немного. Но я вам скажу, что те из вас, кто меняют женщин довольно часто, это опять же от одиночества. Кто-то самоутверждается, кто-то, чтобы не быть одному, да, чтобы вот чувствовать, что я еще ого-го, что есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, да. Но не от хорошей жизни. Кто-то из вас переехал однозначно, либо же планирует переезжать, может быть, место жительства менять, может быть, работу менять. Ну, то есть какие-то такие перетрубации у вас были, либо же вот намечаются. И скажу так, что очень много вранья было в вашей жизни. И не только от женщин. Вранье было, у кого-то проиграется от друзей, да, были предательства друзей, у кого-то даже родственников. Ну, то есть близкие люди вам тоже делали больно. Причем делали больно так, что, ну, был довольно сильный такой отходняк. Напишите в комментариях, ребят, у кого резонирует. Пропишите, вот от кого у вас было предательство. От женщин, там, от друзей, может быть, там, братья, сестры, у кого как. Так, давайте будем смотреть, от кого же ждать сюрприз, да, такой момент интересный. Ух ты, смотрите, у кого-то проиграется, что появится женщина, с которой вы поставили точку вообще, и хотите ее забыть, как кошмарный сон. Женщина появится, как ни в чем не бывало. Да, это та, с которой вы разошлись. Женщина появится, конечно же, ну так, не то чтобы с примирением, это будут какие-то сказочки, да. Она может появиться, начать вплоть до того, что флиртовать с вами, намекать, что, может быть, давай попробуем сначала. Ну, то есть вот эти вот все ее женские уловки, это будет чистой воды вранье. Это такой будет неприятный сюрприз, я бы его назвала. Но человек он от А до Я ориентирован на деньги. Поэтому она появится для того, чтобы вот с вами сблизиться на какой-то период, чтобы вы снова начали отстегивать денежки, и она почувствовала себя снова богиней, потому что сейчас она себя таковой не чувствует. Ну, все пошло не по плану. Поэтому это будет такой довольно неприятный сюрприз. Я думаю, мало кто из вас на это поведется, и я бы не советовала, потому что она очень хорошая актриса. Она будет очень умело, так правдоподобно рассказывать вам сказки. Она будет вам, ну, во всей красе и ваши перспективы на будущее рассказывать. Ну, то есть будьте очень и очень осторожны с ней. Какие еще сюрпризы? У кого-то появится, знаете, вот как будто привет из прошлого, то ли это будет весточка от человека, с которым вы очень давно не общались. Это будет такой, ну, бомбезнейший сюрприз, да, опять же, проиграется у всех по-разному, либо же это друг детства, у кого-то может быть, ну, я не знаю, еще там, может быть, коллега, с которым вы когда-то тоже дружили, да, но потом потерялись как-то, вот разошлись пути дороги, у кого-то еще что-то.
Ну, то есть это такая будет очень теплая, радостная весть. Человек, ну вот, знаете, как будто нашел вот ваши контакты, либо же в соцсетях спустя много лет вас, и здесь завяжется общение, ну, не обязательно в соцсетях, да, у кого-то это может быть звонок, просто смс-ка. Ну, знаете, как бывает, допустим, где-то на листочке написал там телефон, да, потом этот листочек где-то потерял, а спустя 10 лет ты снова находишь этот самый листочек, да. Поэтому очень теплое такое будет общение, даже у кого-то встреча проиграется, но вы будете, ну, в таком, в драйве, в приятном таком вообще, да, вот настолько это будет неожиданно для вас. Далее, для кого-то еще будет очень неожиданное, то ли это какая-то денежная премия, которую вы не ожидаете. У кого-то может быть неожиданно, там, я не знаю, вплоть до того, что наследство на голову упадет, ну, то есть получите деньги, откуда не ждали. Может быть, вы кому-то одолжили давно деньги, да, а человек уже много лет не отдавал, и вы уже просто махнули рукой и крест поставили, а тут человечек придет и принесет вам эту денежку. То есть, смотрите, у кого как проиграется, ну, то есть вы получите деньги оттуда, откуда не ждали. Кто в поисках работы, либо же хочет поменять работу, да, очень такое неожиданное предложение будет, причем человек, с которым вы вот общаетесь, пересекаетесь, предложит вам работу, причем это будет настолько вот неожиданно, да, будет довольно достойная работа, работа в каком-то коллективе, может быть, вас, ну, человека 3, может быть, да, вот какая-то команда такая небольшая, но работа будет вам нравиться, довольно неплохо будет оплачиваться. И вообще, как-то, знаете, вот я смотрю, у многих из вас финансы налаживаются, ребятушки. Далее, у кого-то из вас проиграется неожиданное знакомство. Это будет женщина такая довольно таинственная. Вот она будет, знаете, женщина-загадка. Очень часто такие женщины манящие. Что-то есть в ней такое неуловимое, то, что вам хочется разгадать. Такие женщины всегда привлекают других людей. И даже женщины как-то вот интересуются такими дамами и слегонца так заведуют. Вас эта участь тоже не минует. У вас с ней может проиграться довольно теплый такой, ну, у кого-то роман, у кого-то это отношения будут, да, опять же, это зависит от ваших целей, потому что вы просто не успокоитесь, да, ну, вы просто будете смотреть на нее и думать, ну, елки-палки, я не могу упустить такую женщину. Поэтому вы встанете, наконец, на ноги, те, кто расслабились, кто лежали, да, такие вот лежебоки расслабленные, дом, работа, и начнете, ну, вплоть до того, что строить планы, обдумывать, что вот как сблизиться с этой женщиной, потому что вот ее упустить, ну, реально нельзя. И, ну, все шансы будут у вас в руках, все возможности будут в руках. Еще я вам скажу, у кого-то из вас проиграется неожиданный, ну, это, конечно, такой печальный момент будет у нас напоследок, неожиданный развод может быть, да, либо же неожиданно вы узнаете о предательстве, если вот вы, допустим, живете с женщиной, либо же сейчас находитесь в не очень хороших отношениях, да. Я думаю, это либо же вы узнаете о том, что там вас предают, может быть, вы увидите это своими глазами, да, вот предательство, измену. Ну, то есть будет очень тяжело, очень больно, но опять-таки вы выстоите. Вы выстоите, но это нужно пережить. Этого вы точно не ожидали. Даже те из вас, кто, может быть, подозревали, да, что что-то не так в отношениях, идет какое-то отдаление, ухудшение, да, вы видите холод какой-то, то здесь вот именно как гром среди ясного неба. Вот то ли это факт какой-то будет, то ли вы сами увидите, то ли эта женщина вам сама скажет. Опять же, у всех по-разному проиграется. Поэтому, ребят, ну в любом случае, да, через это проходили миллионы людей. Понятно, что это больно, это просто так не проходит, да, особенно когда это неожиданно. Такой вот неприятный сюрприз, да, лучше бы таких сюрпризов не было. Поэтому
Ребят, довольно такое, ну, в принципе, позитивных много моментов. Вот единственное, что кто будет расходиться, это да, это здесь, конечно, печалька. Поэтому выше нос. Те, кто грустит, женщина у вас будет впереди, это однозначно. Личная жизнь наладится, финансы наладятся, и все у вас будет хорошо. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!